Однажды жил дровосек с двумя детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем четверым от голода. Но дровосек не соглашался. И до тех пор жена уговаривала его, что он, наконец, согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светил ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас, а они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели, как новые монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли, и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь-дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконец. И тут дверь в избушке настежь распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила их в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда, молоко, печенье, яблоки и орехи. Пообедав, старуха застелила деткам 2 чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай. Но старуха только прикинулась ласковой. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей заманивать. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика, чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел. Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жара. Так она хотела затолкнуть девчонку в огонь и испечь ее. Но Гретель поняла, что у нее внутри. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама
показал. Рассердилась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась к Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями, набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живыми! Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома. Жила-была старая коза. Было у нее 7 козлят. Она их так любила, как может любить своих детей только мать. Собралась она идти в лес, травы и веток принести на обед. Созвала она всех своих деток и предупредила, чтобы они опасались злого волка. Он часто прикидывается, но его сразу можно узнать по грубому голосу и по черным лапам. Козлятки все поняли и заверили матушку, что будут очень осторожны. Старая коза спокойно отправилась в путь. Прошло немного времени, вдруг кто-то постучал в дверь и закричал грубым голосом, чтобы козлята немедленно открыли. Но козлятки по грубому голосу поняли, что это был волк. Они ответили, что это не матушкин голос. У нее голос добрый и тонкий, а этот голос был очень грубым, а значит, это волк. Пошел тогда волк к купцу и купил себе большой кусок мела. Съел его, и стал у него голос тонкий. Вернулся назад, постучал в дверь и тоненьким голосом попросил, чтобы козлятки открыли. Положил волк лапу на окошко и ждет. А козлятки увидели ее и ответили, что у матушки лапы не черные, а белые, а значит, это волк. Побежал тогда волк в пекарню и попросил, чтобы дали ему немного теста. Помазал волк свою лапу тестом, подошел злодей в 3-й раз к двери, положил свою белую лапу на окошко и постучался. Увидели козлята, что лапа белая, и подумали, что это была их матушка. Отворили дверь, но перед ними стоял волк. Испугались они и начали разбегаться кто куда. Прыгнул один козленочек под стол, другой на кровать, 3-й на печку, 4-й в кухню, 5-й в шкаф, 6-й под умывальник, а 7-й спрятался в напольные часы. Но всех их нашел волк, разинул пасть и проглотил одного за другим. Одного только он не нашел, младшего, что спрятался в часах. Наевшись досыта, волк ушел, растянулся на зеленом лужку под деревом и заснул. Пришла вскоре старая коза из лесу домой. Ах, что ж она там увидела! Дверь настежь раскрыта, стол, стулья, скамья прокинуты, умывальник разбит, подушки и одеяло с постели сброшены. Стала она искать своих деток, но найти их нигде не могла. Звала их по имени, но никто не отзывался. Подошла она к часам, и раздался в ответ тоненький голосок младшего козленка. Вынула она его оттуда, и он рассказал, что приходил волк и всех съел. Как плакала коза за своими бедными деточками. Наконец вышла она из дому, а младший козленочек побежал за ней следом. Пришла она на лужок, видит, лежит у дерева волк и храпит так, аж ветки дрожат. Оглядела она его со всех сторон и увидела, что в раздувшемся брюхе у него что-то шевелится и барахтается. Она догадалась, что это были ее деточки, и очень обрадовалась, что они были еще живы. Сказала она козленку побежать поскорее домой и принести ножницы, иглу и нитки. Затем ножницами коза надрезала волку брюхо, и оттуда высунул свою голову один козленочек. А затем и другие выскочили, все 6, и ничего с ними плохого не случилось. Вот уж радость-то была. Стали они обнимать свою матушку, скакать и танцевать.
Затем старая коза сказала, что было бы неплохо проучить волка, пока он еще спит. Они натащили камней и засунули их волку в брюхо. Зашила старая коза ему брюхо, а тот ничего и не заметил, даже ни разу не пошевелился. Выспался волк, поднялся на ноги и почувствовал в брюхе такую жажду, что решил напиться воды с колодца. Еле-еле подошел он к колодцу, наклонился к воде, и тяжелые камни потянули его на дно колодца. Увидели это 7 козлят и стали на радостях плясать вместе со своей матушкой. Вот так они проучили злого волка.